Всем привет, я Макс Дахин, и мы продолжаем говорить простым языком об антеннах. И сегодня не менее интересная тема, чем все предыдущие, это сложение сигналов в элементах антенны. Для этого придется нам вспомнить немного курс школьной математики. Я начертил здесь графики, кто помнит, это синусоида. Здесь в данном случае 3 синусоиды. И если мы обратим внимание на красную синусоиду, на синюю синусоиду, то можем заметить, что черная синусоида является суммой красной и синей синусоиды. Ну, просто если мы их сложим. Также можно заметить, что красная синусоида относительно синей синусоиды сдвинуты по оси x. Если изобразить все это на окружности, то в начальной точке мы видим, вот у нас красная синусоида, мы можем ее описать вот таким вектором. Синюю синусоиду можем описать вот таким вектором, вот начальная точка. Ну, можно вот так вот провести. Возможно, кто-то помнит еще курс школьной математики. А черная синусоида будет их суммой этих двух векторов. И зачем все это нужно? Я уже говорил, что радиоволны могут интерферировать, они могут складываться и, собственно, наоборот, вычитаться как вектора. Вернемся к нашей вот такой антенке. Здесь, как вы видите, два антенных элемента. И подобные антенны могут образовывать фазированные антенные решетки. Может быть, гораздо больше элементов. Я показывал в прошлых видео антенны, содержащие гораздо большее количество элементов. И здесь происходит сложение. Вот если мы посмотрим на вот этот микрополосок, запитывающий антенны, вот он идет, то заметите, что длина отсюда до места запитки антенны и отсюда до места запитки этой антенны, то есть фактически это две антенны, излучение которых складывается в пространстве, то длины эти по сути одинаковые. Почему так? Сделано это для того, чтобы фаза сигнала, то есть если бы мы сказали, что вот это запитываем синей синусоидой, а это красной синусоидой, то у нас получилось бы, что синяя синусоида сложилась бы с красной и черная только бы возросла. То есть мы запитываем вот эту штуку всю, антенную конструкцию, сигналами в одной и той же фазе. А что будет, если мы, соответственно, будем сдвигать эти фазы? То у нас общий результирующий сигнал тоже, получается, вот сдвигается. То есть если бы синяя с красной совпадала, то результирующий сигнал был бы вот сюда немного смещен. Соответственно, он совпал бы с максимумом красной синусоиды. Но если мы запитываем в разной фазе эту конструкцию, то получается мы теряем в амплитуде сигнала и также изменяем, соответственно, результирующее положение вектора. Зарисую так схематично эту антенну. То есть, соответственно, вот элемент 1, элемент 2. Подавая в фазе, наш луч будет светить вперед. Если мы будем изменять сюда, подавать сигнал с фазой φ1 сюда с фазой φ2, то есть слегка фаза будет изменяться, то вот этот луч будет отклоняться. В зависимости от того, куда какая фаза направлена, мы можем этот луч отклонить вот сюда, либо можем этот луч отклонить сюда. То есть появляется возможность управлять диаграммой направленности, изменяя фазировку питающих сигналов наших элементов нашей антенны. Почему и зачем это все нужно? И где это используется? Ну, используется все это в основном в военной технике, в фазированных антенных решетках с управляемым лучом. Ну, к примеру, в радиорадарах. Именно в гражданской технике это используется очень мало. Но зато, когда у нас идет расфазировка сигналов на каждый элемент антенны, это создает, наоборот, проблемы.
Потому что гражданские антенны, они в основном очень простенькие все. И расфазировка не в лучшую сторону сказывается на их работе. Вот рассмотрим, к примеру, вот эту коллинеарную антенну, я ее показывал ранее. И если мы обратим внимание, вот здесь вот точка запитки, сюда подключается коаксиальный кабель, то вот данная антенна, она является антенной с последовательным питанием элементов. То есть сигнал для того, чтобы излучаться последующими элементами, он должен пройти через все вот эти элементы. И ранее я это еще пока не рассказывал, но сигнал движется здесь с определенной скоростью. Эта скорость, по сути, она обратно пропорциональна диэлектрической проницаемости. Ну, про это пока мы не будем говорить. Вот, существуют определенные так называемые коэффициенты укорочения, где длина волны будет, соответственно, меньше в определенной среде с определенными диэлектрическими параметрами. Вот. Пока про это тоже вот я вскользь упомяну, и все. Ну так что происходит? Дело в том, что мы проектируем эту антенну для определенной центральной частоты. И вот на этой центральной частоте у нее будет оптимальная диаграмма направленности. И я взял здесь такое наглядное пособие. Сейчас я вам покажу, какая будет диаграмма направленности, если у нас центральная частота. Вот если мы обозначим вот этот график усиления антенны, то есть это G усиление, это F частота, то график усиления этой антенны, он будет иметь там какую-то вот такую вот величину. То есть вот эта вершина будет соответствовать порядка там 8 dBi. И полоса частот, там, допустим, по уровню минус 3 децибела, будет составлять у нас, ну, допустим, там 200 МГц. Что будет происходить, когда вот мы будем находиться в этих крайних точках? И для этого я сейчас устрою небольшую демонстрацию. Вот, не смейтесь, нам понадобятся две тарелки. И диаграмма вот этой антенны, вот если мы ее пронизали бы вот так вот, она очень напоминает не что иное, как вот, ну, если бы вот здесь скруглить, то вот такую конструкцию. И поскольку сигнал, как я уже говорил, движется у нас запитка последовательно, то на некоторых элементах антенны получается набег фаз. И, соответственно, у нас происходит наклон диаграммы направленности. То есть итоговая диаграмма направленности на вот этих точках, чем дальше мы от центра, от резонанса будем удаляться сюда, либо сюда, может становиться либо вот так наклоненный вниз, либо напротив вот такой вот. Это все происходит из-за того, что у нас вот этот присутствует набег фаз. Поэтому имейте это в виду, если вам кто-то показывает антенну с последовательным питанием и заявляет там какое-то усиление, то поймите, что она, возможно, да, будет иметь какое-то это усиление заявленное, но диаграмма направленности будет смотреть вовсе не туда, куда вам это нужно. Вот такую антенну, наверное, все видели. Здесь такая может быть магнитная подставочка, и какой-то кабель выходит тут, прямо на китайских интернет-магазинах, вы, скорее всего, такое часто видели, и там пишут какие-то космические усиления. Вот как она работает. Сигнал поступает сюда, он излучается этим элементом. Вот эта катушечка производит задержку сигнала по фазе, так, чтобы вот фаза в этой точке и в этой точке совпадала. А дальше уже излучение вот этого элемента и этого, они будут складываться в пространстве, интерферировать и формировать уже нашу диаграмму направленности, более сплюснутую. Помните, я шарик показывал? И, соответственно, чем больше мы вот таких элементов включаем, мы можем сюда еще добавить дополнительные элементы, и диаграмма становится все более сплюснутой. И если мы, соответственно, будем удаляться от резонансной частоты, то вот эти фазосдвигающие цепи, а конструкция может быть вот такой,
То есть еще здесь катушка, еще здесь катушка. То у нас получается ситуация, что вот эти фазосдвигающие цепи будут формировать сигнал с фазой, не совпадающей в этой и этой точке. И, соответственно, диаграмма направленности будет вот как тарелка либо вниз загибаться, либо вверх. И если ваш корреспондент находится четко по горизонтали, то вы не получите надлежащего качества связи. Вы напротив, вот эта диаграмма, она будет вот такая сплюснутая, но сплюснутость будет смотреть либо вверх, либо вниз. И, соответственно, вы наоборот будете попадать вот такой антенной, несмотря на то, что у нее вроде как высокий коэффициент усиления в итоге, да, получится. Но вы будете попадать минимумом диаграммы направленности, ну, не самым минимумом, но и не максимумом диаграммы направленности вашего корреспондента. Поэтому имейте это в виду, покупая такие антенны, проблема имеет место быть. И как это решается? Давайте об этом поговорим. Для того, чтобы наша диаграмма направленности не плясала, в зависимости от частоты, для этого применяют антенны с параллельной запиткой. То есть делается, к примеру, вот такой диполь. А вот здесь вот еще один диполь, допустим. И еще один диполь. Здесь ставится какое-то согласующее устройство. А дальше уже вся эта конструкция с учетом всех длин, то есть здесь может какая-то линия задержки быть, для того, чтобы фазы были абсолютно одинаковые, идентичные. Здесь делитель мощности натрия. То есть длины этих питающих кабелей очень важны. Ну, к примеру, вот такие конструкции часто применяются для FM-вещания. Вы можете увидеть на какой-то там вышке именно вот похожую конструкцию из диполей. Там какая-то стоит коробочка, как раз комбайнер, делитель мощности. Скорее всего, он будет совмещен с фильтрами для того, чтобы подавить гармоники FM-передатчика. Вот. И такая конструкция уже имеет более широкую полосу частот. У нее не происходит наклона диаграммы направленности. Да, каждый диполь, естественно, имеет резонанс, но они всегда работают в одной и той же фазе за счет вот такого подхода к конструированию антенны. И еще важный момент, который бы мне хотелось вам рассказать. Использование в качестве антенны поверхности, на которой стоит антенна. Вот, например, у нас есть автомобиль какой-то. В данном случае очень кривой. И вот здесь у нас плоскость какая-то, на которой стоит антенна. И данная плоскость будет вызывать отражение сигнала. То есть, смотрите, у нас антенна излучает сигнал. И сигнал излучается еще сюда, и он отражается от кузова автомобиля. Вот эти сигналы, отраженные и прямой, они будут интерферировать. И с учетом того, где, на какой частоте работает антенна, на какой высоте находится эта антенна от кузова автомобиля, вы можете увеличить суммарный коэффициент усиления. Потому что вот эти волны, он может, конечно, и ухудшиться в том числе. И можно при расчетах использовать именно уже вот эту площадь. Нарисую вид сверху. При моделировании антенны, часто, ну вот мы когда рассчитывали автомобильную антенну, то наш инженер использовал приблизительно вот площадь там 1 квадратный метр для того, чтобы рассчитать общий коэффициент усиления. И именно вот максимальный коэффициент усиления, там производимая нами автомобильная антенна, ну вот она у меня тут лежит. Вот, похоже на это не автомобильная, но это для терминалов антенна. Но автомобильная на такой, знаете, видели на магните, на магнитной платформе. Вот она как раз с этой плоскостью даст максимально возможное усиление, там, кажется, до 5-6 дБ. Ну вот, вкратце, наверное, все, что я хотел сегодня рассказать. Подписывайтесь на мои видео. Пишите комментарии,
Будем продолжать дальше. Скоро буду рассказывать уже о репитерах и непосредственно об установке антенн. Всего хорошего, до новых встреч!